Привет, друзья! Меня зовут Сергей, вы смотрите канал Миф-Инфо, и на повестке сегодняшнего дня осмотр вот этой тяжелой коробки с настольной игрой Blood Rage, также известной как Кровь и Ярость. Локализацией занималась компания Crowd Games, и получилось у них довольно неплохо. Что ж, не будем тянуть Фенрира за хвост и заглянем внутрь коробки. Поехали! Прежде всего хочу сказать, что коробка большая и тяжелая. Если мне память не изменяет, то коробка зомбицита была примерно такого же размера. На ощупь очень приятная. Красивый арт, явно намекающий на то, чем мы будем заниматься в процессе игры. С обратной стороны вводный текст, общий вид компонентов. В общем, стандартный набор. Открываем крышечку. Ну, я вижу, что уже красиво. Правила на 23 страницах. Так. Красивые очень арты. Я по диагонали пробежал правила, которые выкладывались в группе. Посмотрел пару видео с правилами. В принципе, механика довольно простая, но о своих впечатлениях я расскажу в отчете во ВКонтакте или в Фейсбуке. Дальше. Пакетик с различными планшетами. Давайте заглянем. Карточка Валхаллы. Сюда, как и положено, будут отправляться погибшие славной смертью викинги. Планшет эпох. Вся игра делится на 3 эпохи. Итогом каждой становится уничтожение одной из областей на игровом поле. Четыре планшета игроков, 4 клана. Игроки берут под свой контроль кланы и используют этот планшет, чтобы отмечать различные игровые моменты. Апгрейды, ярость и так далее. Тут же порядок хода. С обратной стороны отличный арт. Отличный арт. Дальше. Ну и планшет с различными жетонами, которые нужно выдавить перед тем, как окунуться в игровой процесс. Это жетоны разграбления, жетон первого игрока в виде рога, жетоны кланов, чтобы отмечать все необходимое на игровом планшете и так далее. Так, это тоже уберем, чтобы не мешало. Карту мы рассмотрим попозже, отложим в сторону. Под всем этим мы видим 2 коробки и небольшой трей. Если вы не заметили, карта замечательно фиксируется прямо в угол и никуда не двигается. Ну да ладно. Что тут у нас есть? 2 коробки и комплект карт.
Маркеры славы, их посмотрим поближе потом. Карт 102, они делятся на 3 колоды по 34 карты. Каждая из них формирует пул карт на каждую эпоху. Собственно, именно этими картами игроки оперируют во время игры. Не будем скрывать, отложим в сторону. Ну и, собственно, самые главные компоненты миниатюры. Они находятся вот в этих двух коробках. Начнем с той, что поменьше. В ней мы находим монстров. Они уложены в собственные треи. И, собственно, у меня тут возникает резонный вопрос. А зачем покупать отдельный органайзер, если после игры все можно упаковать обратно? Даже если покрасить эти миниатюры, то они будут не сильно болтаться. В общем, я пока не понимаю необходимости в отдельном органайзере. Во второй коробке у нас находятся фигурки кланов. Это вот эти коричневые, серые, это тоже типа монстры. По 10 фигурок на каждого игрока. Тут же находятся подставки для миниатюр. Собственно, вот так это происходит. Немного не понимал, зачем они, если каждый игрок обладает уникальными миниатюрами, или сейчас я сообразил. Маркеры славы разного цвета, чтобы не забыть. Забота. Что ж, давайте посмотрим на миниатюры поближе. Качество хорошее. Много мелких деталей. Это я показываю вам лидеров клана. Люди уже вовсю красят, но даже не покрашенные миниатюры смотрятся очень хорошо. Монстры реально огромные. Очень здорово. Очень, очень здорово, очень. Маркеры славы. Ну и по размеру карта. По размеру она довольно большая. Каждый квадрат, если меня не обманывает зрение, примерно размером с тайла из зомбицита. Вживую, конечно, все выглядит куда интереснее,
чем на фотографиях или даже на видео. Очень качественно все сделано. Кульки, они есть кульки. Вот такой обзор содержимого, друзья мои. Внешне все выглядит очень качественно и достойно. Мне нравится. Пока могу смело сказать, что каждый рубль на своем месте. Посмотрим на игровой процесс, но об этом вы сможете прочитать на моей страничке ВКонтакте или в Facebook. Спасибо, что досмотрели. Ставьте, не нравится или нет, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и не переключайтесь, будет интересно. Всем пока.